Ты можешь научиться инвестировать. Можешь читать сотни книг. Смотреть финансовых гуру, слушать тренеров. Но пока ты не изменишь свое поведение, деньги будут приходить и уходить. Психология денег не про формулы. Это книга, которая разбивает в пух и прах твое мышление о деньгах. Почему здравый смысл не работает? Почему богатые мыслят иначе? Почему терпение сильнее IQ? И как ты сам мешаешь себе разбогатеть? Если ты готов, слушай. Если нет, лучше закрой это видео сейчас. Потому что после этих глав ты больше не будешь прежним. Деньги – это поведение. Ты думаешь, что богатые – это те, кто умнее. Нет. Богатые – это те, кто умеют контролировать себя. Морган Хаузел пишет, финансовый успех – это не интеллект. Это поведение. Посмотри вокруг. Ты знаешь глупых людей с деньгами? Да. Ты знаешь умных, но бедных? Да. Знания ничего не стоят, если ты не умеешь держать себя в руках. Ты можешь знать, что надо инвестировать. Но потом увидел скидку. Захотел эмоций. Потратил. Обнулил все. Настоящая сила в том, чтобы не делать то, что хочется прямо сейчас. Ты не проигрываешь от бедности. Ты проигрываешь от импульсивности. Самый недооцененный актив – терпение. Мир кричит «быстро». Быстро. Результат за 7 дней. А богатство отвечает «подожди». И не рыпайся. Терпение – это актив, который не котируется в TikTok. Но именно оно создает капитал. Пример. Инвестор, который вложил $1000 в S&P 500, ждал 40 лет, богаче, чем трейдер, который крутился каждый день. Почему? Потому что время умножает, а суета выжигает. Ты не проиграл, если еще не добился. Ты проиграл, если не дождался. Богатые терпят. Бедные ищут быстрый кайф. Богатство – это то, чего не видно. Ты видишь богатого по машине, по одежде, по бренду. Забудь. То, что видно, это траты. А богатство – это тишина. Настоящее богатство – это то, что не потрачено. Чем больше ты показываешь, тем меньше у тебя остается. Ты доказываешь миру, что у тебя есть, и теряешь. Тот, кто инвестирует молча, богат. Тот, кто орет, обычно в долгах. Запомни, богатые не покупают уважение. Они покупают свободу. Эмоции убивают деньги. Ты можешь составить идеальный план. Но если ты боишься, ты продашь в минус. Если ты жаден, ты вложишься в хайп. Если ты завидуешь, ты сделаешь глупость. Эмоции убивают больше капиталов, чем любые кризисы. Богатство – это не счет в банке. Это умение быть холодным в горячей ситуации. Ты должен быть как айсберг. Медленно. Уверенно. Без всплесков. Пока остальные кричат, ты думаешь. Пока они бегут, ты стоишь. Холодный разум всегда в плюсе. Ты не все контролируешь. Ты думаешь, если все спланируешь, все будет хорошо? Нет. Деньги любят тех, кто умеет адаптироваться, а не тех, кто все просчитал. Хаузел говорит, не путай мастерство с удачей. Многие разбогатели, потому что оказались в нужное время. А ты можешь делать все правильно и проиграть. Значит ли это, что не надо стараться? Нет. Это значит, что ты должен быть гибким. Быть готовым. И не винить себя, если мир пошел не по плану. Контроль – это иллюзия. Готовность – это сила. Деньги любят тишину. Когда ты слышишь «я зарабатываю миллионы», ты должен задать вопрос: а зачем ты это сказал? Деньги не любят шум.
Деньги любят тех, кто не выставляет себя на показ. Пока ты строишь фасад, ты сливаешь энергию. А богатство растет в тени. В фокусе. В концентрации. Настоящие миллионы не на экране, а в действиях. Показуха – это слив капитала. Скромность – это его рост. Сравнение убивает мышление. Ты видишь, как другие ездят на тачках, отдыхают, запускают бизнесы. И начинаешь гнаться. Это ловушка. У каждого своя игра. Свои риски. Свои правила. Ты не знаешь, сколько он вложил. Ты не знаешь, что он потерял. Ты просто видишь картинку и делаешь вывод. Сравнение – это яд. Каждая секунда, потраченная на зависть, это минус из твоего пути. Не гонись. Будь собой. Ищи свою стратегию. Богатство – это самоконтроль. Умение сказать себе «нет» дороже любого инвестиционного совета. Хочешь купить 7-ю пару кроссовок? Хочешь сэкономить, но заказываешь доставку каждый день. Каждый раз, когда ты выбираешь комфорт сейчас, ты воруешь у своего будущего. Богатые – это те, кто умеет ждать. Бедные – это те, кто говорят «хочу сейчас». Самоконтроль – это инвестиция, которая окупается всегда. Ты сам себе враг. Самая большая угроза твоим деньгам – не инфляция, не налоги, не политика, а ты сам. Твои установки, твои реакции, твои эмоции. Деньги – это не внешняя игра. Это игра внутри тебя. Пока ты не перепишешь свою прошивку, ты будешь сливать. Ты будешь возвращаться в бедность, даже если один раз вырвешься. Богатство – это когда ты больше не мешаешь себе жить. Богатство – это свобода. Ты думаешь, деньги – это статус? Нет. Деньги – это когда ты сам решаешь, что делать. Когда ты можешь не работать, но работаешь по кайфу. Когда ты выбираешь. Осознанно. Без давления. Богатство – это свобода быть собой. И пока ты в кредите ради понтов, ты раб. Пока ты работаешь только ради счета, ты зависим. А когда ты спокоен, но растешь, ты богат. Почему большинство все равно остается бедным, даже зная все это? Ты прослушал 10 глав. Казалось бы, все ясно. Но знаешь, что удивительно? Большинство людей не изменят ничего. Почему? Потому что бедность – это не цифры. Это привычка. Привычка откладывать. Привычка тратить под настроение. Привычка оправдывать ошибки. Привычка обвинять кого угодно, кроме себя. Деньги – это всегда следствие. Причина в голове. Ты можешь знать все, что я сейчас сказал. Но если ты не сделаешь первый шаг, ты останешься там же. И вот как ты можешь изменить это прямо сейчас. Первое. Поставь себе финансовый якорь. Что это? Простая мысль, которую ты вспоминаешь каждый день. Деньги – это не трата. Это свобода. Я покупаю не вещи, я покупаю свое завтра. Второе. Начни управлять импульсами. В следующий раз, когда захочется потратить, сделай паузу. Отложи покупку на 48 часов. Если захочется, купи. Если забудешь, ты просто спас свои деньги. Третье. Запиши одно правило, которое ты больше не нарушаешь. Например, я не сравниваю себя ни с кем. Я не покупаю понты. Я инвестирую 10% минимум всегда. Повесь это правило на стену. Сделай его своим кодом, это и есть код денег. Ты можешь снова смотреть сотни видео. Но есть два пути: или ты продолжаешь жить как раньше, или начинаешь действовать. Сейчас. Потому что ты уже не можешь сказать «я не знал». Теперь ты знаешь.
И если хочешь, чтобы в жизни все пошло по-другому, начни с себя.